Я знаю, как сложно бывает начинающим мастерам сделать чистую и аккуратную разметку бровей. Ведь паста постоянно может растекаться, линии получаются неровными, а от этого зависит результат окрашивания. Но не волнуйся, я помогу тебе это исправить. Досмотри это видео до конца, и я раскрою тебе секрет, как добиться четких и ровных линий легко и быстро. Перед началом разметки важно понять, с чем мы работаем. Всегда смотри на форму бровей. Есть ли асимметрия, какова толщина, изгиб и что нужно поправить. Если смотреть на брови моей модели, то можно заметить, что левая бровь более прямая по нижней линии, нежели правая. То же самое можно сказать и про верхние линии обеих бровей. Апексы тоже идут разные. На левой брови он более острый, а на правой брови апекс имеет более закругленную форму. Таким образом, я всегда оцениваю брови клиента. Но есть еще один важный момент. Если волоски будут зачесаны вниз, то форма бровей полностью поменяет свой внешний вид. Во-первых, апекс правой брови станет более заостренным, а нижняя линия у обеих бровей станет более прямой. А теперь представь, если одна бровь будет зачесана наверх, а другая бровь будет зачесана вниз, то у тебя получится абсолютно разные две брови. Поэтому после визуальной оценки бровей я всегда зачесываю волоски наверх. Благодаря этому я отрисую эскиз, который будет гармонично подходить клиенту. Эскиз я буду делать пастой от Elan. Она мягкая, пластичная, оставляет яркий след на коже и легко подчищается. На моем канале ты также можешь найти видео, где я рассказываю, как определить, хорошая у тебя паста или нет, потому что от нее также зависит результат. А перед тем, как приступить к разметке, нам нужно найти основные точки. Начало брови, изгиб и конец брови. Эти точки определяются строго по чертам лица. А как это сделать, я сниму отдельное видео. Как ты заметила, ключевые точки эскиза я отмечаю зубочисткой с ватным наконечником. Благодаря этому я получаю четкие и яркие точки, которые я смогу легко соединить, потому что я их вижу. После того, как я отметила начало нижней брови и ширину бровей, я приступаю к отметке апекс. Благодаря зубочистке, так как она идет строго прямая, я вижу, где начинается излом хвоста брови. А также я могу отметить расстояние от начала брови до апекса зубочисткой, зафиксировав это расстояние ногтем большого пальца. И после того, как я отмечу апекс на левой брови, с легкостью отмечаю апекс и на правой брови, поскольку у меня уже есть примерное расстояние от начала брови до апекса, и визуально я вижу, где начинается излом хвоста правой брови. Отметив главные первые три точки, дальше будет легче. Я отмечаю излом нижней линии и хвост брови. На данном этапе самое важное, чтобы отмеченные точки были яркие. Не старайся их делать супер маленькими и незаметными. Таким образом, ты, скорее всего, потеряешь направление при соединении точек. А для тебя самое важное на данном этапе – научиться, чтобы итоговый результат был красивый, ровный и чистый, а не чтобы уже в процессе было все эстетично и идеально. Поверь, это все у тебя будет, но попозже. После того, как точки отрисованы, я зачесываю волоски вниз. Это нужно, чтобы волоски не мешали соединить верхние точки. Для начала я соединяю начало верхней брови с апексом, а после апекса увожу сразу хвост. Точки я соединяю прямой кистью. Зубочисткой я это не делаю, чтобы не получить совсем грязные линии. И, как ты можешь заметить, кистью я тоже не стараюсь прорисовать сразу тонкие идеальные линии. Потому что моя задача научить тебя подчищать линии, чтобы они стали ровными и эстетичными. Ведь как показывает практика, если ты только начинаешь работать, то сразу рисовать красивые линии получается не у каждого. И это абсолютно нормально. Но с такими линиями красивого окрашивания в любом случае не получится. И если у тебя не получается ровно нарисовать линии, я научу тебя ровно их подчищать. После того, как я отрисовала верхние линии и апексы, я зачесываю волоски наверх для того, чтобы открыть нижнюю линию. И приступаю к соединению нижних линий. Один важный момент. Допустимо, когда много пасты остается на коже вокруг бровей. Но если много пасты остается внутри брови на волосках, то ее почистить будет очень сложно. Поэтому внимательно смотри, как я веду кисть, и делай точно так же. Совсем скоро у меня выходит онлайн-курс Brow Base, где я рассказываю именно основы построения бровей, основы колористики, основы ламинирования и так далее, чтобы после моего курса у тебя не оставалось таких вопросов, как «А почему затемнился волос?», «А почему не взялось ламинирование?» и другие вопросы. Также этот курс подойдет для тебя, если на предыдущей базе не дали абсолютно никакой информации и у тебя осталось просто множество вопросов в твоей работе. А подробности курса я скоро выложу в телеграм-канал, ссылка на него в описании. Теперь финальный штрих – подчищение.
Чтобы линии выглядели идеально, я использую ту же зубочистку и обезжириватель. В зубочистку я обильно смачиваю обезжириватели на ватном диске. То есть, что ватный диск, что зубочистка должны быть аж мокрыми от обезжиривателя. Затем я прикладываю зубочистку строго параллельно брови. И прикладываю не только сам наконечник с ваткой, а полностью всю зубочистку. Таким образом, у тебя не получится увести линию абсолютно в другую сторону, либо наверх, либо вниз. Вот как ты поставила зубочистку, вот в ту сторону она и уведет линию. Например, кистью ты не сможешь так быстро и четко сделать ровную линию, потому что кисть, в отличие от зубочистки, имеет маленькую поверхность. И чтобы почистить идеально ровно, тебе нужно будет сделать несколько движений. И пока ты делаешь эти движения, ты можешь случайно убрать апекс или случайно сделать выемку в середине линии, а зубочисткой ты так сделать просто не сможешь. При этом соблюдай несколько правил при таком подчищении эскиза. Зубочистка должна быть мокрой, не влажной, не полусухой, а именно мокрой. С нее, конечно, не должно капать, но она должна оставлять влажный след. Иначе ты просто размажешь пасту по коже и не будет никакого подчищения. А обезжириватель не просто чисто убирает пасту до ровных линий, он еще убирает масляный след после пасты, а значит краска ровно будет отпечатываться на коже. Далее, не используй одну зубочистку на все подчищение. Используй минимум 8 таких зубочисток. По одной на каждую линию с двух сторон. Следующее правило. Не спеши. Чем быстрее ты все делаешь, тем больше ошибок ты совершишь. Веди зубочистки медленно, но верно. Эти шаги позволят тебе делать разметку супер чистой и профессиональной. После того, как ты почистила линии с внешней стороны бровей, приступай к почищению линий с внутренней стороны. Внешние линии мы почищали для того, чтобы ты видела всю ровность и гармоничность бровей. То есть, чтобы ты видела, одинаковые ли ширины брови, одинаковый ли наклон у бровей. А если вокруг бровей очень много размазанной пасты, где-то ее больше, где-то ее меньше, то ты 100% потеряешься. И подчищая линии с внутренней стороны, ты по-любому сделаешь где-то более широкие брови, где-то поменяешь наклон и так далее. А после того, как ты почистила абсолютно все линии, возьми обычный ватный диск с обезжиривателем и пройдись им вокруг бровей, чтобы убрать остатки пасты, которые ты могла размазать при подчищении линий. Вот так легко и просто можно сделать аккуратный эскиз бровей всего за 5 минут, используя обычную зубочистку. Главное, немного практики, и у тебя все получится.